Делился наш корреспондент Сергей Пономарев. Приготовились. Распуск. Раз, два, три. Эксклюзивные кадры. Такого не увидишь даже на авиасалонах. Учебный воздушный бой между двумя лучшими российскими истребителями Су-35С и новейшим Су-57. Камеры установлены в его кабине. Я месте. Атакую. Огонь. Это похоже на игру в кошки-мышки. Нужно зайти сопернику в хвост на расстоянии выстрела авиапушки, то есть меньше 500 метров. В реальном бою у того, кто оказался в прицеле, нет практически никаких шансов. Атакую. Огонь. Пуск. И все на предельно малых высотах. Лучшей проверки маневренности машины и не придумаешь. Су-57 одерживает верх. Форсаж приходилось включать? Чуть-чуть включал. Так, здесь, На наверху. горке? Наверху. А на виражах? Нет, включал. Мощный. Мощно. Такое возможно только здесь, в главном летно-испытательном центре имени Валерия Чкалова. Это самая закрытая военная база России. Именно сюда поступают все новинки отечественной военной авиации. В их числе и первый российский истребитель пятого поколения Су-57. Неуловимый для радаров противника, созданный с применением стелс-технологий. Его характеристики секретны. Та информация, что есть в открытых источниках, впечатлила многих зарубежных экспертов. Новое поколение – это новый самолет во всем. Новые двигатели, фюзеляж. Внутри будет скрываться все его вооружение. Для Су-57 характерна его такая необычная форма оперения. На стоянке он словно складывает крылья. Но главное – это электронная начинка машины. И она сверхсекретная. К сожалению, мы не можем показать все разнообразие датчиков и мониторов, которые видит перед собой летчик. Если сравнивать с самолетами предыдущего поколения, то по сравнению с самолетом Су-57, это как если сравнивать кнопочный телефон и смартфон современный. То есть самолет намного умнее, намного оказывает больше помощи летчику и гораздо больше прощает ошибок в пилотировании. Именно летчики центра имени Чкалова испытывали Су-57 в небе над Сирией. В марте 2018-го на МиГ-31 летчики центра первыми произвели пуск гиперзвукового комплекса «Кинжал». Вот эти кадры. Лучшие отечественные машины и вооружения испытывают лучшие летчики страны. Это, в принципе, творческая работа. Есть рамки задания, но в пределах этих рамок любой летчик-испытатель обязательно определяет свои действия на достижение наилучшего результата, скажем так. Чтобы встать в один строй с ними, мало окончить с отличием в военное училище, нужно пройти жесткий отбор. О проводимых испытаниях, как правило, нельзя рассказывать из-за грифа секретности. За 100 лет существования центра здесь служили 6 дважды героев и 124 героя Советского Союза, включая Валерия Чкалова. В современной истории 41 летчик удостоился звезды Героя России. Среди них и начальник центра Радик Бариев. Именно он доказал, что двигатели с управляемым вектором тяги – будущее отечественной авиации. Меня просто попросили дать тактическое обоснование, для чего он нужен, этот вектор тяги. Ведь не просто для тех вот цирковых трюков, которые показывали там на разных выставках, очень красивое маневрирование. Потом мы все это дело проанализировали, положили на математику, и так вот, значит, возникли уже потом какие-то идеи ведения ближнего воздушного боя с применением управляемых векторов. День защитника Отечества многие проведут в летном центре и, как обычно, поднимутся в небо. Днем защитника Отечества. Сергей Пономарев, Юрий Шатохин, Наталья Сидорова, Андрей Кравченко, Екатерина Белова, Сергей Суворов. Первый канал. Астраханская область.